Дренаж для орхидей и нужен ли керамзит орхидеям? Покажу и расскажу вам на примерах, когда нужно использовать дренаж при посадке орхидеи, а когда он не нужен. Вот смотрите, орхидея Аба. Ее мы снимали с вами с цветоносом. Корней было мало, и сейчас здесь еще не очень много корней, хотя, видите, они в стадии роста, эти корни. Вот здесь новые корни, видно, наросли. Корней было мало. Я взяла вот этот маленький стаканчик на 250, буквально он идет миллилитров. И так как корней мало, а стаканчик большой, конкретно вот для этой корневой системы, поэтому внизу везде проложен был керамзит, чтобы убрать лишний объем, который есть в этом стакане. Если бы мы полностью тогда в моменте заполнили все это грунтом, то грунт внизу, вот здесь, этих корней не было, он бы очень плохо просыхал. Здесь постоянно стояла бы влага, в результате чего корни могли начать подгнивать, которые там внизу тоже или внутри горшка растут. Грунт бы этот не просыхал. А чтобы грунт хорошо, равномерно просыхал, потому что сверху, вы знаете, грунт моментом просыхает, снизу влага держится дольше. Мы с вами прокладываем дренаж и вот в данном случае делаем вот эти вот отверстия. Опять же, чтобы грунт хорошо просыхал. Видно, керамзит здесь у меня уже давно. Посадка тоже где-то была сделана, наверное, в конце прошлого лета, либо в начале осени. Вот эта детка с цветоноса Аба. И дренажи здесь есть. Далее орхидея, которую мы вместе пересаживали осенью, это орхидея Микки Краун. Смотрите, да, с этой стороны вот эти корни, которые идут по керамзиту, они сейчас уже наросли. Их в тот момент не было. Тоже был выбран стаканчик, вверху были корни, внизу корней не было. Поэтому был использован керамзит в качестве дренажного слоя, для того, чтобы, опять же, грунт быстрее просыхал. И также были сделаны отверстия. Вот здесь отверстие, я вижу, сделано прямо возле корня, но, значит, в тот момент здесь корня еще не было. Он до этого места не дорос. Поэтому в этих случаях мы с вами используем керамзит. А вот другая посадка. Последняя самая, вот буквально на прошлой неделе с вами пересаживали, орхидея Микки Метеор. Тоже из мха мы с вами пересаживали, но здесь корней достаточно много. Смотрите, вот корни, корни внизу самого горшка идут, вот там в глубине видно, что идет корень. В этом случае у орхидеи достаточно много корней. Корни идут и по низу горшка, поэтому здесь я керамзит не использую. Здесь идет равномерная посадка, равномерно размещены корни как вверху, так и внизу горшка. Понятное дело, что внизу их меньше, нежели сверху, но они достаточно длинные, сейчас пойдут в рост, здесь керамзит совершенно не нужен. Поэтому можем с вами сделать вывод, что касается дренажа. Конечно, можно использовать не только керамзит в качестве дренажа, просто я использую, мне так удобнее, поэтому эти примеры вам показываю. Если в момент пересадки корни у орхидеи маленькие, их недостаточно, а горшок подобрать по корням не представляется возможным, нет, например, вот горшка уже меньше, тогда мы с вами на низ горшка, где нет корней, насыпаем полностью керамзитом. Используем дренажный слой, плюс делаем отверстие, чтобы просыхало намного быстрее внизу. Корней нет, потянуть влагу нет. Чему? Только естественным путем просыхает этот грунт. Если же корней много, корней достаточно, то дренажный слой мы с вами при посадке орхидей не используем. Еще хочу обратить внимание, бывает вопрос, нужны ли отверстия внизу горшка, как в данном случае, видите, по бокам горшка, когда мы пересаживаем орхидею. Если у вас это не закрытая система, то, конечно, эти отверстия нужны. Если покупаем горшок, то они уже есть. При необходимости, например, если мы сюда посадим орхидею и будем использовать дренажный слой, потому что корней будет не очень много, то в таком случае я еще и сбоку дополнительно делаю отверстия. Когда же я использую вот эту тару, это одноразовая посуда, которая продается в магазине, то делаю эти отверстия самостоятельно. И часто меня спрашивают, каким образом можно сделать отверстие в этих стаканчиках. Можно придумать что угодно. Конкретно, что делаю я. У меня есть вот такой детский выжигатель по дереву. И я вот им делаю эти отверстия. Сейчас я вам покажу. Да, он у меня уже нагрелся. Нагревается моментально. Вот смотрите, буквально я дотрагиваюсь. Вот так. И получается отверстие. Но надо двумя руками, чтобы сделать по кругу. Круглые вот эти отверстия. Вот. Моментом. Это продается где-то в детских магазинах. Вот этот выжигатель. Это у меня сыну дарили когда-то. У него был, и
я начала его использовать, и мне очень нравится. И по дереву работает, ну, понятное дело, что по пластмассе он тогда будет работать моментально. Все, вот таким образом лично я делаю вот эти отверстия в стаканчиках, когда необходимо для моих орхидей. Что касается керамзита для орхидей, я конкретно сейчас уже использую керамзит только в двух случаях. Первое – это дренажный слой, как в этих двух случаях. Во-вторых, я использую его для просыпки, но чуть-чуть, мне кажется, 2-3% от общего грунта. И вы часто видите, когда я вам показываю, что сажаю орхидею в кору большой фракции, то могу просыпать другой корой, такой мелкой. И в той коре, ну, это сразу от производителя идет вот такой вот мелкий керамзит. Ну, его можно и отдельно, этот мелкий керамзит, купить и использовать. Но этот мелкий подходит только для просыпки. В качестве дренажа мне все-таки больше нравится использовать вот этот крупный керамзит. Смотрите, вот так он смотрится, но куда-сюда еще мельче. Он просто через эти отверстия у меня начнет высыпаться, если я его буду использовать. Но может где-то в мелких-мелких посадках, когда вот детку снимают с цветоноса, которую вырастила в бутылке, или вот детки, которые из семян мелкие-мелкие, то тогда да, логично будет использовать мелкий керамзит. Но для таких вот орхидей, даже в таком размере, то, конечно, в качестве дренажа удобнее использовать керамзит покрупнее фракции. Что касается посадок в чистый керамзит, у меня есть на канале отдельный плейлист. Ссылочку оставлю в конце этого видео в первом закрепленном комментарии. Там полностью вся история от и до. От момента, как сажать орхидеи в керамзит, как их поливать, как давать удобрения, как ухаживать. Есть замечательное видео, где я рассказала все плюсы и минусы посадок орхидей в керамзит. И в каких случаях можно сажать орхидеи в керамзит, а в каких случаях нельзя ни в коем случае сажать орхидеи в керамзит. И в конце я показала уже видео, что сделал керамзит с моей орхидеей за пару лет и почему я больше не сажаю вообще орхидеи в керамзит. Но это вы там все можете посмотреть, уже не буду повторяться. Поэтому у меня посадок в чистый керамзит нет. У меня либо это дренаж, либо пересыпка, но буквально чуть-чуть, но это во всех моих видео вы видели. Поэтому можете вспомнить или посмотреть. И, кстати, как сажать орхидеи с дренажным слоем, тоже есть отдельные видео. Оставлю ссылочку, вы можете посмотреть, как вот я использую вот этот дренаж, насыпаю и делаю такие пересадки. Если у вас складывается ситуация, что дренажный слой нужно сделать побольше, нежели у меня, сколько у меня здесь, сантиметра 2-3, но на достаточно высокий горшок. То есть соотношение вот это сколько сантиметров делает дренаж. Зависит от того, насколько высокий у вас стаканчик. Здесь, видите, достаточно высокий уровень дренажа, но высокий и стаканчик, а корни все были только вверху. Здесь, наверное, также, но здесь корней, кстати, было еще меньше. Кто помнит, эту детку снимали с цветоноса, там буквально 2 или 3 корешка было в момент посадки этой орхидеи в этот грунт. А сейчас смотрите, какая уже здесь красивая ситуация. Вот и корень, я вижу, в стадии роста, кстати, направился вверх. Пока успеваю, вы знаете, я корни направляю обратно в грунт, чтобы они росли. Вон, вижу, еще один корень сейчас у меня в стадии роста. Ну, пойдет сейчас весна расти вот эта вот детка. Поэтому, чтобы не делать очень высокий уровень дренажа, лучше возьмите стаканчик поменьше. Если же стаканчика поменьше нет, орхидею посадить надо, и получается ситуация, что у вас дренаж чуть ли не наполовину стакана, учтите, что керамзит очень легкий материал. И где-то в моменты полива он будет у вас просто всплывать. Это будет очень неудобно. Плюс ко всему, вот этот низ у вас будет легкий за счет керамзита, а верх тяжелый, особенно если здесь листва хорошая. И горшок этот может у вас упасть. Будет постоянная проблема. Поэтому, если вам надо очень много насыпать дренажа, то на дно положите тяжелые камни. Вот просто уличные камни хорошенечко вымойте. Понятно, небольшие. Вот чуть больше, может быть, этого размера. Тогда на дно укладывайте тяжелые камни, а уже наверх укладывайте керамзит. Чтобы вот эту конструкцию, стаканчик, он стал тяжелым и у вас не падал. Это будет просто лучший вариант. Ну, а лучше, конечно, взять все-таки емкость поменьше. Можно использовать не только вот эти одноразовые стаканчики, которые продаются в магазинах. Можно использовать стаканчики от мороженого, от пирожных. Часто бывают тоже прозрачные, красивые стаканчики, в которые очень удобно и при этом красиво сажать орхидеи. Я как-то сажала детку орхидею, такой красивый пластиковый тоже стаканчик. У меня спрашивали, где его взяли. А это от какого-то десерта был стаканчик. Очень красивый. То есть придумать всегда можно. Но если нет, тогда используйте какие-то тяжелые камни хотя бы на дно, а уже выше прокладывайте дренаж. Вот такие случаи, когда орхидеям дренаж необходим и когда дренаж использовать не надо. Ну и рекомендую, кому актуально, посмотрите отдельный просто плейлист,
как сериал «До и после», где я вам показывала посадку своей орхидеи. Это была орхидея, наверное, Фронтера в керамзит. А всем желаю хорошего времени суток. Пока-пока.